Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сейчас я вам расскажу про самую современную авиацию Российской Федерации, то, что показали на форуме «Армия-2024». Это новинка авиационной промышленности. Так что давайте смотреть вместе. Поехали! А поначалу этот самолет я приняла за машину Второй мировой войны. А точнее, мне показалось, что это Як-9. И, кстати, у меня на канале есть очень подробный обзор этой исторической машины. Но все оказалось проще. Это учебный самолет АК-3.0, и он предназначен для обучения пилотирования, а также для повышения летной квалификации, обучению высшему пилотажу и для авиационных гонок и аэрошоу. Облик самолета повторяет очертания лучшего самолета-истребителя Второй мировой войны – Яковлев Як-3. Предусмотрены одно- и двухместное исполнение фонаря. Силовая установка на базе авиаконверсии автомобильного двигателя, включающая как редуктор, так и оборудование для акробатического применения. Самолет оборудован быстродействующей парашютной системой. Немногие знают, но с начала 2000-х годов в российскую авиацию стал вводиться новый самолет – Як-130, который служит как учебная версия вместо устаревшего Ил-39, и он был встречен теплой реакцией, но не вызвал особых медиаинтересов. Ведь что может быть интересного в учебных полетах со слабым боевым потенциалом? А на самом деле этот самолет стоит обсудить. Во-первых, самолет очень легкий и простой, его вес составляет менее 5 тонн, а полная нагрузка с топливом и вооружением чуть больше 10 тонн. И при этом он способен нести около 3 тонн боевых нагрузок, что весьма впечатляюще для таких компактных размеров. Самолет, конечно, не был разработан с учетом технологий для снижения заметности, но его малые размеры могут создать проблемы для противника при обнаружении, особенно в низком полете. Ну а если его покрыть специальным составом, подобным тем, что используется перед вылетом Су-57? Но это скорее предположение, чем действительность. Но то, что действительно интересно в этом самолете, так это его превосходный ресурс. А что бы сделали инженеры Яковлева для того, чтобы перевести Як-130М в другую категорию сложности из учебного самолета в боевой? Тут речь идет, скорее всего, о смене всей бортовой электроники, и это делается для того, чтобы на Як-130М можно было бы применить весь ассортимент вооружений ВКС Российской Федерации. Сам по себе очень полезный шаг. Можно будет готовить летчиков применять различные виды ракет и бомб, стоящие на вооружении ВКС, не тратя ресурс современных боевых самолетов. И следующий шаг – это оснащение Як-130М компактной, легкой и недорогой РЛС. Это важнейший шаг, потому что оснащение самолета РЛС и смена БРЭО – это звенья одной цепи, в конце которой будет возможность применения им экипажа Як-130М управляемого ракетного и бомбового вооружения. Обычно на самолеты такого класса РЛС не устанавливают, но здесь Як-130М сразу становится в ряд исключений. На фото сразу заметен небольшой и более длинный нос самолета, куда, собственно, и установили РЛС. А бортовой комплекс обороны – это уже то, что кардинально отличает учебный самолет от боевого, потому что с БКО самолет может не только атаковать цели при помощи каких-либо средств наведения, но и защищаться, что делает его участие в боевых действиях полноценным. Учебный самолет, на который подвесили в контейнере пушку с боекомплектом, пару контейнеров с нурсами и пару бомб – это не очень серьезно. Да такая машина в состоянии подлететь к переднему краю обороны противника, пользуясь небольшими размерами и способностью лететь очень невысоко и плюнуть своим боекомплектом куда-то в сторону противника по принципу «на кого Бог пошлет». А о точном бомбометании тут речь вообще не идет в таком случае. Тут идет работа чисто на площадь. Идеальные цели для Як-130М – это наземные. Это Су-25 на минималках, более прокачанный в плане электроники. Не самолет переднего края, который, будучи защищен броней, может уничтожить позиции противника, а это такая мелкая неприятность, которая подойдет в упор незаметный, вывалит все, что имеет, и также спокойно уйдет во свояси. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Даша Models и Даша Техник. Ссылочка на Телеграм есть тоже в описании. В России показали новый тяжелый ударный БПЛА с турбореактивным двигателем. И в рамках международного форума «Армия-2024» был представлен новый концепт боевого летательного аппарата «Гром», который в сети уже окрестили «Верный ведомый». И заявлялось, что данный стелс-беспилотник от Кронштадта будет работать в связке с истребителями Су-35С и Су-57. В качестве вооружения он будет использовать исключительно ракетно-бомбовое вооружение класса «Воздух-поверхность».
Однако представленный новый концепт «Грома» мало чем напоминает представленный в 2020 году на форуме «Армия» БПЛА с тем же названием, кроме как наличия реактивного двигателя, и он больше похож на классический истребитель и советские беспилотники Ту-141 «Стриж» или Ту-143 «Рейс». Также, судя по соплу, в качестве силовой установки, скорее всего, планируется использовать двигатель линейки РД-33 без форсажной камеры, которые установлены на истребителях МиГ-29. И учитывая, что рядом с представленным БПЛА находится макет большой дальности Р-37 класса «Воздух-воздух», используемый МиГ-31, то, видимо, данная машина в первую очередь позиционируется как беспилотный перехватчик, предназначенный для уничтожения воздушных целей противника. Согласно предположению ряда ресурсов, и в том числе и западных изданий, данный беспилотник с турбореактивным двигателем также будет работать в интеграции с российскими истребителями ВКС России, включая самолеты Су-35С и Су-57. А это Ми-35П «Феникс», и это улучшенная версия легендарного вертолета Ми-24 под прозвищем «Крокодил», который закрепился в истории как один из самых быстрых ударных вертолетов. Новый вертолет сохранил его основные характеристики и унаследовал от оригинальной модели 50-летней давности всю силовую конструкцию и бронезащиту, а все масштабные изменения провели внутри, модернизировали систему навигации и прицеливания. Максимальной скорости полета удалось добиться за счет особой формы конструкции с обтекаемым корпусом, длинными крыльями и складного шасси. Главный конструктор Ми-35П рассказал, что его удалось разогнать до скорости 368 км в час. И это мировой рекорд среди вертолетов этого класса. Теперь на корпусе Ми-35П есть обзорно-прицельная система ОПС. Это специальный прибор, который позволяет обнаруживать цели в полной темноте на расстоянии до 10 километров. А система управления вертолетом получила все современные функции, включая автоматическую посадку, взлет и зависание в воздухе. И все это работает по нажатию одной кнопки. Сейчас Ми-35П «Феникс» существует в единственном экземпляре, и он проходит испытания в разных задачах и готовится к массовому производству. И в первую очередь эта модель будет направлена на экспорт в страны, где не требуется тяжелое бронированное снаряжение, потому что свою максимальную скорость Ми-35П может сохранить только с противопехотным орудием. Летающий танк Ми-28 НМЭ впервые показали на форуме «Армия-2024». Вертолет, как его предшественник, предназначен для выполнения задач по поиску и уничтожению как бронированной, так и небронированной техники противника, и он может эффективно работать в любое время суток при любых погодных условиях. Основные задачи, которые способен выполнить Ми-28 НМЭ, включают уничтожение живой силы противника, ликвидацию малоскоростных воздушных целей, обеспечение огневой поддержки наземных целей, проведение операций на переднем крае и в тактической глубине. Ми-28 НМЭ отличается высокой боевой живучестью, что обеспечивается мощной броневой защитой кабины экипажа и жизненно важных систем. Вертолет оснащен современными средствами защиты от ракет с тепловыми головками наведения, что делает его менее уязвимым для атак противника. Одной из ключевых особенностей Ми-28 НМЭ является его способность функционировать в сложных условиях, таких как высокогорье и повышенные температуры воздуха. Вертолет может базироваться на грунтовых площадках, расположенных на высотах до 4000 метров, что расширяет его оперативные возможности и делает его эффективным инструментом в различных театрах военных действий. Ми-28 НМЭ также оснащен современными системами навигации и управления огнем, что позволяет ему вести бой с высокой точностью. К-52Э с ЛМУР из Теле-305. Неуправляемое вооружение К-52Э включает неуправляемые снаряды С-13 и С-8, свободно падающие бомбы и бомбовые кассеты в калибрах от 100 до 500 кг и зажигательные баки. Также могут применяться и пушечные контейнеры. К-52Э может нести несколько типов управляемых ракет, в том числе и сверхзвуковых противотанковых ракет комплексов «Штурм-ВУ» и «Вихрь-М» и управляемые ракеты «Воздух-воздух» и «Главе». Модернизированный комплекс бортовой обороны работает в более широком диапазоне частот и на больших дальностях. На вертолет установлена система бортовой комплексной обороны «Моноблок» производства АО «НИИ Экран» из Самары, и она имеет угловатую форму, когда как предыдущая станция представляла собой вращающуюся сферу, за что она и получила прозвище «Яйца жизни». Новая лампа СПЗ-1500 генерирует модулированное инфракрасное и ультрафиолетовое излучение для подавления инфракрасных головок самонаведения ракет класса «Воздух-воздух» и «Воздух-поверхность» и «Поверхность-воздух».
Лопасти несущего винта имеют более мощные обогревающие элементы, что позволяет вертолету работать в более широком диапазоне температур, в том числе и в Арктике, которая является сосредоточением особого внимания российской военной стратегии в последнее время. Шасси оснащено колесами повышенной нагрузки и износостойкости, и вертолет также имеет надежные светодиодные огни. Кабина экипажа имеет улучшенную эргономику, а также лучше приспособлена для полетов в очках ночного видения. И вот такой обзор летающей боевой техники с форума «Армия-2024» у меня получился. Если вам нравится мое видео, то я рекомендую подписаться на меня на любой удобной для вас площадке. А ссылочки на альтернативные платформы у меня есть в описании к видео. Увидимся в следующем сюжете. До новых встреч. Пока-пока.